Привет, я Челс, и лучше всего мне получается говорить на русском языке. Поэтому в обзоре, как обычно, будет титры на английском. Мы хотим вам показать наш новый продукт, танк Atomizer, который мы хотели сделать для X-Vostika, и назвали его танк Меркава. Когда мы его проектировали, то мы хотели, чтобы была удобная заправка сверху, он был нормальной длины, невысокой, и была хорошая вместимость. Вот. Я думаю, что у нас все получилось. Мы провели еще исследование, что хочет народ для лучшей вкусопередачи. И я выяснил, что народ хочет небольшую площадку и круглый купол. Ну, круглый купол, по мне, это одно сплошное шаманство и мистика. Но если народ хочет, почему мне этого бы не сделать? Сейчас я разберу баг при близком расстоянии и расскажу, что мы, для чего и как сделали, чтобы вышло то, что вышло. А вышло, по-моему, очень хорошо. Вот сам баг. Сейчас я его разберу и покажу, как он устроен внутри, что мы сделали, чтобы все это работало. Ну, снаружи, как обычно, крышка для заправки. Вот. Когда ее откручиваете, можно заправлять. У вас открывается 12 отверстий, через которые можно заливать жидкость, не выкручивая атомы из стика. И заливать можно напрямую из бутылки. 12 отверстий обеспечивают полный проход жидкости. И проблем никаких с этим нет. Вот это уже стакан и заправочная часть. Вот он. Дальше идет стекло. Мы использовали для стика стандартное стекло, которое можно купить в любом магазине за $1. Поэтому проблем с этим быть не должно. Вот просто стеклышко как стеклышко. Вот. Купол. Мы долго думали, давать возможность выбора дриптипа или не давать. И решили, что правильно будет дать, чтобы человек мог поставить тот дриптип, который он сам захочет. Я специально для обзора взял самый простой дриптип китайский, который купил. Вот он подходит сюда. И им можно регулировать высоту. Также купол сделан так, что вот тут есть такая ступенечка, вот есть ступенька здесь, вот, что это ограничение хода. Его нельзя полностью выкрутить. Где-то в серии то, что мы сделали, ход ограничен 2 миллиметрами. Этого более чем достаточно. Чуть позже я покажу, что этого правда достаточно. Единственное ограничение, дриптип не может быть вот в этой части, больше, чем 11 миллиметров. То есть он может быть, нет проблем, но тогда для заправки придется его вынимать. Если дриптип меньше 11 миллиметров, то тогда можно заправлять, не вынимая дриптип. Вот купол. Как я и говорил, мы его сделали внутри кругом. Сейчас попробую показать. Сфера начинается сразу после окончания резьбы. Спираль, по сути, лежит в сфере, внутри, в сфере со всех сторон. Вот. Сюда вставляется, с этой стороны вставляется дриптип. Ну и, наконец, самое интересное, то, что здесь есть, это площадка. Вот. Я сюда уже сразу поставил перед этим спираль, просто показать. Площадку мы сделали, наверное, это первый атом, где площадка полностью фрезерная. Здесь вообще нет токарной обработки, если не считать диаметра наружного. Она сделана полностью на фрезерном станке и очень трудоемко. Вот, посмотрите ее внимательно. Пробую показать. Вы видите, что здесь она сделана именно маленькой, как меня просили. И в силу конструктива тут невозможно поймать гарь, потому что канавки идут до самого конца. Также довольно трудно перелить. Вот. Посмотрите еще раз эту площадку. Это чисто фрезерная площадка.
над которой мы долго работали, чтобы ее сделать, как она есть. Она одна, по сути, сейчас заменяет 4 детали. Сейчас я разберу. Мы здесь. Вот. Я покажу ее внутрь. Вот. Она внутри. Вот она снаружи. Вот. Здесь сделано все только на фрезерном четырехосном станке. Вот резьба внутри здесь, резьба снаружи здесь. Это довольно трудоемкая штука, она идет очень долго на станке, но она получилась очень простой и дружелюбной для пользователя. Ставит спираль, берет пару минут и очень проста в настройках. Вот посмотрите еще раз. Кроме того, она обеспечила, по словам тестеров, которые проверяли, отличную вкусопередачу. Это действительно, мы гордимся этой площадкой, мы сами не ожидали, что получится то, что получится. Кроме того, ввиду того, что эта площадка фрезерная, мы сэкономили очень много места. Вот. Стекло заворачивается прямо в площадку. Не надо никаких переходных колец, там, не надо еще чего-то, все, прямо в площадку заворачивается. Вот. За счет этого при длине 40-43 мм в бак влазит со стеклом 4 мл жидкости. Вот. Кроме того, как опция, мы предложим стакан из нержавейки. Вот он. Я не знаю, насколько он нужен. Вот. Кто захочет, его сможет взять. Вот. Кто захочет, его сможет взять. Со стаканом больше вместимость. Уже не 4 мл, а 5 мл. За счет того, что у меня тоньше стенки, чем в стекле. Поэтому вместимость резко увеличивается. Но все равно главное в этом, и самое интересное в этом атоме, это площадка. Я сейчас сюда поставлю вату и покажу, как она работает. Стоп. Вот площадка, я сейчас только что поставил сюда вату, как мог. Вот, показываю. Нету ничего лишнего, ни одного лишнего миллиметра, все используется очень рационально. Вот. Вата не должна выходить, ну, то есть это можно, но не обязательно, она не должна выходить за пределы площадки. Все может быть внутри. Ничего не будет протекать, и все будет работать. Вот. После чего, вот сейчас я налью жидкость. Вот. Вот так выглядит площадка. И сразу над спиралью начинается купол, круглый купол. Повторяю, по мне это шаманство, но может и правда работает. Вот. Закручиваю. Я сейчас соберу с простым железным куполом для примера. Вот так. Ставится потом. Что такое? Вот. Ставится крышка. Ставится грептит. Ну, то есть вначале надо залить, конечно, жидкость, но я сюда не могу залить жидкость, потому что это атом разобранный. Я его для демонстрации разобрал. Но я сейчас покажу, как он заправляется на действующем атоме и как это работает. Вот. Секунду. Сейчас я его заправлю. Итак, сейчас атом находится в стике без жидкости. Я покажу, как
его можно заправить, не вынимая из стика. Но для этого надо закрыть подачу. Она, собственно говоря, сейчас закрыта, поэтому я ее открою немножко, а теперь я ее закрою. Вот. После чего выкручивается крышка и заливается. Можно брать бутылку и без носика, конечно, но с носиком лучше. Потом надо закрыть крышку. Открыть подачу. Достаточно 2 оборота. И все. И можно парить. Ну все, атом заправлен. Сейчас я подведу итог. Расскажу, что у нас получилось, что у нас не получилось. Ну, точнее, у нас все получилось. Итак, размер его, он достойный. 43 миллиметра. Этого более чем достаточно. Вернее, это немного, это удобно. Вместимость. Вместимость 4 миллилитра со стеклом. Я считаю, что это тоже очень хорошая вместимость. Но кому хочется больше, может как опционально еще приобрести стакан из нержавейки. Вот. Заправка. Я ее показал. Она удобная и легкая. Вот. С ней проблем нет. Но единственное, что, повторяю, дриптип должен быть вот в этом месте не больше, чем 11 миллиметров. И если вы не хотите его при заправке вынимать. Вот. Теперь, что касается вкуса передачи. Я в этом не разбираюсь. С этим у меня есть небольшие проблемы. Вот. Если мне, допустим, поставить прекрасный шотландский виски, Чивес и Макалайн, 2 рюмки, я выпью и скажу, в какой рюмке какой находится виски. Макалайн лучше. Если мне поставить чудный американский бурбон, 4 розы, сингл баррел, или джин-бин сингл баррел, я тоже отличу. Я скажу, где, в какой рюмке, какой бурбон. Жидкостями у меня все не так. Я могу однозначно утверждать, что вкус гораздо сильнее с этой площадкой, с этим атомом. Это несомненно. Но я не могу голосом шефа Рамза сказать, если, допустим, я взял сладкую жидкость, что сладость карамели чудесно раскрывается, а кислинка лимона прекрасно оттеняет вкус. Этого я сказать не могу. Я просто могу сказать, что вкус гораздо сильнее. И бак очень прост в наладке и работает, и я им очень доволен. Вот. Вы можете сами, бак уже готов, по сути дела. На следующей неделе мы начнем его продажу. Вы можете сами проверить или не проверять. Make your choice. И раз уже я заставил себя сделать этот обзор, что мне не очень хотелось, я расскажу еще пару слов про наш Pixel Stick. Вчера вышел обзор от Скотта Боннера. И там есть вещи, с которыми я не согласен. Первое – это экран. Ему не нравится, что экран можно нажать. Можно, что экран плавающий. Это сделано специально. У нас не было никакой проблемы его зафиксировать, потому что экран фиксируется платой, которая находится в специальных пазах. Но профессионально сделать это надо, чтобы между экраном и платой была какая-нибудь мягкая прослойка. И поэтому мы положили поролон. Это профессиональная сборка электроники. Вот. Сам экран находится в специальной ванне здесь, и он не может уйти никуда в сторону. А поролон его надежно прижимает и защищает. Если бы мы просто прижали экран крепко, было бы гораздо больше риска, что его поломают. Вот. Теперь, что касается люка. Вот. На нем видны следы обработки. Но это я попробую показать. Но если, конечно, снимать при огромном разрешении, со светом ярче 1000 солнц, то, конечно, получится то, что получится. Здесь нету ни одной царапины и шероховатости. Это видны микронные разводы от фрезерной обработки.
а на ощупь там абсолютно все гладко. И похоже на витраж, если кто меня понимает. Мы это видели, специально ставили так, потому что это, на наш взгляд, на мой взгляд, прекрасно сочетается вот со стиками. Вот. Это то, что я хотел сказать. Вот. Что касается светлой вставки, мы думали про то, чтобы ее сделать того же цвета. Даже скажу больше, технологически нам гораздо легче было сделать все одного цвета, потому что делать вот эту вот вставку, чтобы она блестела, очень трудно. У нас было очень много проблем с анодированием. Но после того, как мы посмотрели на разные варианты, остановились на том, что должна вставка быть блестящей. Так смотрится лучше. Ну, собственно говоря, вот и все. Спасибо, что вытерпели мой обзор. Всего вам хорошего. До свидания.